Всем привет! Ну что ж, начинаем наше сегодняшнее видео по традиции с новинок. И первое, что я хочу вам показать, два чудеснейших персонажа. Дизайнер здесь у нас Инна Байденко. Я думаю, вы его узнали. Ну, конечно, как же его не узнать? Это же кот Базилио. Как вам, котейка? По-моему, он очаровательный. Он очень смешной. Здесь очень передан классно характер, и получился просто потрясающий кот. Мне нравится здесь, по-моему, буквально все. И его перчатки, и его полосатые штанишки, и эти круглые очки разбитые, шляпа. В общем, все очень здорово. Да, здесь, конечно же, большое количество бэкстича. Как правило, у Инны Байденко его много. Но, насколько я помню, вышивала я, правда, всего один дизайн от Инны, Санту. Вышивался бэк хорошо, то есть он по большей части был счетный, и мне кажется, что здесь тоже он по большей части счетный. Цвета бэкстича разные, но их не супер много, то есть несколько. Там, мне кажется, основной идет серый, такой темно-серый цвет. Он вышивается в одну и две нити. И есть еще какие-то другие оттенки, вот, например, такой светло-коричневый, светло-бежевый, по всей вероятности. Но очки обводятся светло-серым либо белым бэкстичем. Вот, наверное, это основные цвета. Вот здесь какая-то линия идет, возможно, светло-серая или какая-то зеленоватая. Ну, наверное, все по расцветке именно бэкстича. Да, конечно, бэка много, это надо сразу учитывать, но зато смотрите, какой колоритный персонаж может у вас получиться. 130 на 148 крестиков этот дизайн. На 16 каунте он получится 21 на 23 сантиметра. И здесь используется 29 цветов плюс 7 блендов. Ну, вы знаете, по меркам авторских схем, по-моему, даже не слишком много. Ну и я сказала, что два персонажа, а второй-то кто? Полагаю, что вы уже догадались, а может быть, вы и видели, конечно, эти дизайны, но даже если не видели, точно догадались. Конечно же, второй персонаж – это лиса Алиса. Вот такая лисонька, очаровательная, милая. Размер у нее примерно такой же, 20 на 23 сантиметра она получится, 123 на 147 крестиков. Но вышивать, наверное, здесь все-таки поменьше. Она хоть и по площади занимает примерно такое же пространство, но в целом есть ощущение, что крестиков здесь будет все-таки меньше. Тоже симпатичная, честно говоря, кот мне нравится больше, на мой взгляд, он интереснее, но лиса тоже классно сделана. Поэтому, наверное, если вышивать, то имеет смысл вышивать обоих. Ну, это как бы на вкус и цвет. Можно и по одному, конечно же. Здесь цветов примерно, опять же, столько же, 28 чистых плюс 10 блендов. И вот такая вот лисичка получается. Наряд у нее интересный, в общем-то, тоже хитрость видна в ее взгляде. Такая очаровательная лисонька. Бэка тоже много, но вот, как я вам уже сказала, то есть он шьется, как правило, хорошо. Вот здесь будет много бэкстича в две нити, вот этом платке, да, каком-то. И помимо этого много бэка и на платье, и хвостик тут тоже обводится, и лапки на мордочке, ну, в общем, вот везде. Такие вот два очаровательных, чрезвычайно милых дизайна, как мне показалось. Дальше, Совиный лес. Совиный лес как-то очень стабильно выпускает дизайны, вот прям новинок у них чуть ли не каждую неделю какая-нибудь новинка выходит. Очень-очень плодотворная компания. Я не могу сказать, что мне все очень нравятся, но вот часто, знаете, как бывает, я вижу вот такая первая у меня реакция: о, что-то классное. Начинаю рассматривать поближе, ну, как бы, ну, вроде как да, но как бы нет. Вот почему-то часто такое у меня происходит. Показать я вам решила именно вот эту разработку. «Снежный танец» называется этот дизайн. И, как вы видите, здесь у нас такая тема пока еще Нового года. Я вижу в центре елку. Можно, конечно, считать, что это просто узоры, но мне видится здесь елка. Думаю, что я не ошибаюсь. Тем более, что вот здесь вверху
тоже видно маленькие такие елочки вот здесь вот расположены. Собственно, это тоже елочки, но они не так очевидны, а вот беленькие, они прям читаются елки. Много всяких узоров на темном фоне, светлыми нитками, смотрится все это красиво. Ну и вот такие здесь милейшие балеринки, их две. Вот здесь одна покрупнее и одна вдалеке, такая более маленькая. На синем фоне светлыми нитками красивые узоры, смотрится классно. Размерчик, правда, здесь очень большой. Вот вам поближе балерина. Красиво, красиво. А это маленькая такая балеринка. Тоже она очень мило выглядит. Если присмотреться, здесь не такое большое количество крестиков. И видите, как ножки вышиваются, да, туловище, руки. То есть буквально здесь схематично, можно сказать, но тем не менее все очень-очень читаемо. Размер у этой работы большой. 268 на 355 крестиков, и в сантиметрах это получается 48 на 64 сантиметра. На 28 каунте, правда, 48 на 64, ну прям так очень солидненько. А вот цветов используется немного, всего 4. И как видите, в основном это белый цвет. Возможно, он здесь не чисто белый, но я думаю, можно брать чисто белый, точно не ошибетесь. Если там есть какие-то переходы, то их не видно. Вот этот цвет тоже, мне кажется, можно взять чистым абсолютно. Но вот эти два, наверное, лучше брать с переходами. Такая вот разработка. И завершим мы сегодняшний обзор новинок уже таким весенним, может быть, или даже летним дизайном. Это фирма Овен, называется дизайн «Гиацинты». Ну вот, я увидела и подумала о том, что, наверное, хочется уже каких-то других оттенков помимо белого, хочется какого-то хотя бы намека на весну. И вот такой букетик как раз привлек мое внимание. Здесь разработка 26 на 44 сантиметра. Тоже не маленькая, учитывая то, что здесь у нас 18-я аида. 18-я аида белого цвета. Ниточки здесь ПНК 39 цветов. Ну, когда мы вышиваем цветы, тем более букеты из цветов разных, как и здесь, да, тюльпаны, гиацинты, ирисы, они все разные по цвету, и, естественно, нитки для них тоже будут использоваться разные оттенки. Поэтому количество 39, думаю, здесь пугаться не стоит. Скорее всего, вышиваться все будет хорошо. Довольно много бэкстича, обводятся все цветочки, листья, лепесточки у всех цветов. То есть вот здесь даже меленькие-меленькие лепесточки, они тоже полностью все обводятся, и у них еще даже обводятся такие прожилочки, есть видны. Еще вот этот вот тюльпанчик, наверное, такой с бахромой, или как его назвать, знатоки, говорите, что это за тюльпанчики. Здесь такой более сложный бэкстич на лепестках. Я такого рода бэк не люблю на шерсти животных. Вот на цветочке, наверное, мне бы тоже не хотелось его вышивать. Кстати, наверное, можно сделать и без него. Но получится просто обычный такой тюльпанчик. Вот такой вот весенний букет. Так, давайте еще на него немножечко поближе глянем. Красивые цвета. Розовые, сиреневые, голубые. В общем, весна, душа просит весны. Как? Вы устали от зимы или еще не очень? Хочется вам уже, чтобы как-то к весне начинало двигаться? Мне хочется. Ну, вот такие новиночки мне сегодня захотелось вам показать. А теперь мы переходим к моим процессам. И для начала смотрим, что нам выпало в игре «Вышить все», которая проходит у меня ВКонтакте. А вы по-прежнему можете к ней присоединиться. Ссылочка есть под видео. Сегодня у нас второй бросок кубика. Ну что, поехали. Первый раз у нас выпадала троечка. Что же будет в этот раз? Давайте узнавать. Кубик. Беленький. Поехали. Итак, покатался он там, покатался. На следующей неделе мы будем вышивать работу под цифрой 2. Так, у меня под цифрой 2 у меня сюжет от РТО «Весна в Париже». И я очень рада, что эта работа выпала. Значит, я ее хорошо продвину. Итак, выпал дизайн от РТО «Весна в Париже». Я рада такому выбору кубика. Мне кажется, вообще первый раз
Он, по-моему, выбрал именно этот дизайн, хотя я разместила в игре эту работу еще в прошлом, где-то осенью прошлого года, но вот, насколько помню, не выпадала она, может, ошибаюсь. Но вот сейчас выпала, и это радостно. Значит, я точно сделаю на этой работе 1000 крестиков. Это, конечно же, приятно. У меня уже готово 75% в этом сюжете. Я по-прежнему работаю над вот этой частью и буду продолжать на ней работать. Что именно здесь заполнится, трудно сказать, потому что сейчас я выбираю какой-то один цвет и вышиваю его полностью на этом сюжете. Если в прошлый раз я брала оттенки, которые оставались в платье у девушки, в костюме у молодого человека, то сейчас мне, наверное, будет немножко сложнее, непонятно на что ориентироваться, но думаю, что начну я с цвета, который у меня остался вот здесь. Вот здесь вот несколько крестиков есть не вышитые. Именно этими ниточками, наверное, я и начну вышивать. А дальше там посмотрю. Может быть, вот здесь снизу буду брать какие-то оттенки, а может быть, по какому-то другому принципу. Думаю, что, в общем-то, для вас это не так уж важно и принципиально. Не знаю, зачем я об этом рассказываю, но вот как бы строю планы, скажем. Здесь я хочу сделать 1000 крестиков. Думаю, что полностью у меня вот эта часть работы не вышьется, не заполнится. Скорее всего, останутся еще какие-то пропуски, потому что по моим ощущениям, здесь еще пару тысяч крестиков. Кстати, интересно, надо будет посмотреть. Вот здесь, в общем, у меня такие планы. И раз этот сюжет у меня выпал, то вторым дополнительным я возьму другую работу. Была мысль у меня побольше вышить именно здесь, но, как вы, по всей вероятности, помните, если смотрели мое прошлое видео, у меня есть работа, которая находится буквально на финишной прямой, и очень хочется ее завершить. А значит, будет Ягуся. В этой дамочке осталось вышивать... у меня опять выпала сорока. В общем, тут она в гнезде должна быть. Надо будет ее потом пришить, но я не хочу ее пришивать, пока не вышью все остальное. То есть, потому что здесь по рамочке идет бисер, если я ее пришью, возможно, мне будет как-то что-то мешать. А вот когда уже полностью бисер вышью, тогда можно будет и эту сороку здесь тоже обосновать более надежно. И, как я уже сказала, здесь мне осталось вышивать совсем немного, 92% у меня уже готово. Осталось мне пришить бисер и сделать французские узелки. Довольно большое количество здесь этого всего, 1300 набирается все вместе. Бисер, я надеюсь, будет пришивать мне легко. Правда, пришивается он нитками в цвет бисера. Это значит, что нужно будет выбирать какой-то цвет. Сначала один пришивать, потом другой. Это чуть менее комфортно, чем сразу весь бисер пришивать. Ладно, сделаем так, как написано. Французские узелки здесь в основном в мимозе, вроде бы 2 цветами они тут будут вышиваться. Еще будут французские узелки немножко разбросанные вокруг одуванчиков. Вот здесь вот такие у меня пропущенные крестики есть. Это, наверное, здесь будут французские узелки. Так сейчас могу предположить. Думаю, что с этим я справлюсь. Не знаю, как насчет быстро, но нормально. С французскими узелками в целом я дружу хорошо, поэтому, надеюсь, никаких проблем они мне не доставят. Поэтому очень надеюсь показать вам в следующем включении уже финиш этой работы. Прям очень-очень мне бы того хотелось. И что будет еще? Еще я вам обещала старт, поэтому будет старт. У меня не так много осталось новогодних каких-то сюжетов, которые у меня с собой есть. И я попросила девочек на бусте выбрать, какой же сюжет мы будем вышивать следующим. Там лидерами у нас был Милхил. Все-таки 2 сюжета от Милхила. У меня есть еще ангелочек и вот этот гном. Но начинать мы будем, продолжать мы будем гномом. Вот такой вот милашка. И я, честно говоря, очень сильно рассчитываю на то, что в нем будет чуть меньше цветов, чем в предыдущем гноме. Потому что в предыдущем гноме было 23, по-моему, цвета. Согласитесь, для Милхила это довольно много. Для такого небольшого Милхила здесь в районе 1500, скорее всего, где-то крестиков. И 23 цвета это запредельно. Вот здесь, мне кажется, должно быть поменьше. Давайте достану, покажу вам ниточки. Посмотрим на гнома поближе и без бликов. Вот такой вот он милашка. В плане бэкстича, мне кажется, он довольно легкий будет. Нитки такие распрекрасные, красивые.
Так вот мне сложно сказать, что здесь по количеству цветов, но как-то вот надеюсь, что поменьше. И бисер. Бисер вот так выглядит. Вообще в этих гномах не такое уж огромное количество бисера. Бисер разнообразный здесь, он и сиреневый есть, и красный, и белый, и какой-то серенький, красивый, кстати, такой бисер мне нравится, зеленый. Ну и здесь получается у нас 7 цветов бисера, из них 2 всего петитом. И так, а что у нас тут, кстати, по ниткам можно же сразу глянуть. Если я сейчас правильно посчитала, то 19 цветов. Это, конечно, меньше, чем 23, но не сказать, что очень уж сильно меньше. Ладно. Ну, по-любому вышиваются они несложно. Так-то никаких проблем нет, но, может быть, с разбором не так будет как-то посложнее. Хотя в зеленом гноме у меня не сказать, что были какие-то особые трудности. Там, по-моему, только с бледно-розовыми я чуток как-то подумала, поразмышляла, потому что разбирала уже вечером при искусственном освещении, и было немножко непонятно. Ну, вот если сделать это при дневном освещении, то думаю, что будет значительно проще. Вот такой вот старт я планирую на этой неделе. Я не очень уверена, что вот прямо сейчас я его сделаю в ближайшие дни. Но если что-то успею сделать, то, конечно же, обязательно вам покажу. Вот такие вот у меня планы на первую половину недели. Скоро с вами увидимся и посмотрим, что же у меня получилось. Итак, продолжаем. И прежде чем мы перейдем к моей вышивке, я хочу показать вам книжку. Ко мне приехала книжка от издательства Бомбора. Это книга со схемами дизайнера Ксении Новиковой. Вы знаете, что схемы Ксении я вышивала неоднократно, и мне нравятся ее разработки. Не все, естественно, они попадают прямо в сердечко, но те дизайны, которые я вышивала, могу точно вам сказать, что вышиваются они прекрасно, очень продуманные, очень удобные, очень комфортно с точки зрения количества цветов, того, как они расположены, нет каких-то таких чрезмерных сложностей. Вот как бы с уважением к вышивальщице. Наверное, вот так можно охарактеризовать разработки Ксении. И тут целая книжка с ее дизайнами. Как вы видите, в тридевятом царстве называется книжка. И, соответственно, это у нас схемы на сказочную тематику. Ну и вот здесь у нас пояснение есть, что кот Баюн, хозяйка Медной горы и другие герои русских сказок. Что особенно приятно таким вышивальщицам, как я, которые вышивают исключительно по электронным схемам, и вышивать по бумажным схемам для меня это прямо сейчас очень-очень большой труд, поэтому я очень ценю, когда сразу есть схемы в электронном формате. Здесь формат сага есть к каждой схеме, и это, безусловно, очень приятно. Я пролистала эту книжку и могу сказать, что ее можно дарить даже людям, которые не знакомы особенно с вышивкой, потому что в начале здесь вот есть всякая информация по поводу того, как, что вышивать, как обрабатывать края. Вот отдельная информация по пластиковой канве, по водорастворимой канве, то есть если у вас есть такое желание вышить где-то на одежде. То есть вот различная информация, такая общая, для тех, кто, может быть, с чем-то не сталкивался, вот, например, с металлизированной нитью, там, вот, виды нитей, иголки, то есть какая-то такая информация здесь есть, и это будет полезно для вот таких начинающих вышивальщиц. А может быть, даже и не начинающие, что-то для себя здесь тоже новенькое почерпнут. Смотрите, вот, например, здесь есть по цепям, по шармам тоже какая-то информация дополнительная. Ну, вот не в каждой книжке такое встретишь. Ну и идем дальше. Идем смотреть схемы, конечно же, потому что, собственно, для чего такие книжки покупаются? Для того, чтобы схемы взять отсюда. И что интересно, что здесь герои сказок очень разные, и очень, наверное, по-разному люди воспринимают этих героев, но здесь даже как бы такие негативные персонажи, они окрашены очень позитивным вайбом. И, честно говоря, у них даже лица, мордочки, в зависимости от того, кто изображен, они все очень такие доброжелательные. Здесь, например, написано, что все персонажи разные, но каждый несет свой смысл. Кот Баюн хранит покой, домовой греет дом, яга поможет путнику, сбившемуся с пути. Вот, то есть здесь, видите, какой
посыл интересный. Итак, начинается здесь у нас со схемы кот Баюн. Везде написано, чья иллюстрация, чей отшив. И вот здесь еще вы можете прочитать ребенку, ну, что-то типа истории, сказки такой. Вот, это тоже интересно. В каждой схеме есть и такое. И дальше у нас идет ключ схеме, вся информация необходимая. Далее схема идет в бумажном варианте, вот напечатанная. И вы посмотрите, я покажу вам один раз вот такой вот кусочек, что очень даже хорошо для книжного формата напечатана схема. Я много видела всяких разных книжек, и очень часто схемы там воспринимаются крайне тяжело. Вот здесь схема очень читаемая. То есть значки отличаются друг от друга, хорошо отличаются, соседние значки как-то не конфликтуют, не сливаются во что-то единое. Бэкстич хорошо видно, по размеру схемы тоже она комфортная, не слишком крупная, не слишком маленькая. Но мне кажется, очень-очень хорошая схема для книжки. И вот здесь еще, видите, в центре есть вот такое разделение, потому что часто, если мы видим схемы на вот развороте, то вот здесь в центре непонятно, что там вышивать. Там у нас происходит такое искажение. Здесь этого нет, потому что схема разбита на листы. Это очень удобно. Дальше у нас здесь есть домовой, вот такой вот добродушный, пьет чай с баранками, и кот у него сидит рядом. Следующая схема — это жар-птица, которая изображена у нас на обложке. Здесь тоже у нас есть и история, и ключ. И вот еще смотрите, что здесь есть интересное. Это то, что к каждой схеме есть варианты основы, то есть как будет выглядеть вышивка на различной основе, цвет, да, то есть показан. Вот такая вот Баба-Яга, очень она веселая, такая развеселая женщина здесь. Так, это у нас кто? Я не знаю, это домовой или какой-то другой персонаж. Ну, в общем, весело они тут что-то обсуждают. Судя по всему, пребывают в самом прекрасном расположении духа. Такая вот здесь у нас есть картинка. Судя по всему, вот этот дизайн, он довольно крупный, довольно объемный по размеру. И здесь вот схема немножечко помельче напечатана, но, знаете, тоже она читаемая. Я вот смотрю, и легко различаются значки. Это приятно. Вот здесь тоже вы можете видеть на разных основах, как эта вышивка будет выглядеть. Дальше у нас Кощей, ну, тоже загадочный мужчина, смотрите, какой у него здесь взгляд. Очень такой забавный, паучки вот эти очень милые. Здесь есть и паутина тоже, вот так вот она тут изображена. И цепь пришивается сверху таким дополнительным элементом. Вот здесь можно поближе на Кощея полюбоваться. Взгляд меня, конечно, этот очень сильно забавляет. Ну, прям, не знаю, смешной. Очаровательная тоже женщина Кикимора. Тоже хитренькая, тоже у нее взгляд-то хитренький. Русалка. Русалка тоже здесь такая интересная. Обычно как-то их изображают несколько иначе. А здесь у нее вот эта верхняя часть, она как будто вот какая-то царевна, не знаю, ну, царевна из русской сказки, да, а вот низ — это хвост. Обычно верх изображают несколько иначе. Здесь такая необычная русалка. Дальше у нас хозяйка Медной горы. Мистическая схема, такая, видимо, из-за цветовой гаммы. То есть здесь достаточно ограниченная цветовая гамма, такая вот именно зелено-синяя. И здесь может быть она даже слегка такая пугающая, несмотря на то, что тоже хозяйка Медной горы здесь у нас улыбается и, в общем-то, вроде находится в благодушном настроении, но вот здесь вот эта мистика ощущается более сильно. А потом у нас идет лисичка, вот такая лисичка, тоже она в русском народном стиле, в наряде, веселая, задорная, танцующая. И в конце книги у нас есть еще такие маленькие схемки, которые можно куда-то применить, можно дать детям, чтобы они попробовали вышить, можно украсить какую-то одежду, детскую или не детскую. И в конце есть еще информация по вышивке с детьми. Здесь ответы на вопросы, с какого возраста можно начинать, в общем, и так далее. Дополнительная информация, как вышивать есть, как стирать, как гладить. Также я вижу информацию здесь, что все схемы, которые есть в книге, это эксклюзив, отдельно они не продаются. Вот их можно купить только в виде книги.
Ну и вот такая у нас обложка с обратной стороны. Очень приятное издание. Я уверена, что схемы здесь проработаны отлично, потому что, как я уже сказала, не раз я схему вышивала. Причем, последнюю я вышивала в прошлом году, то есть в 25-м году я вышивала черного кота. Как раз тоже такая мистическая тема. У Ксении очень много схем именно вот в этом направлении, сказочных, мистических. И вот кот у меня получился замечательно. Он прекрасный. Поэтому я всегда рада повышивать схемы от Ксении. Ну а если вы любите сказочные истории, сказки, или у вас есть дети, которым можно что-то такое вышить, в том числе на одежде, мне кажется, эта книжка очень даже хороший вариант. Итак, давайте смотреть, что я навышивала. Сначала смотрим на РТО. Я здесь планировала сделать 1000 крестиков. Работа моя выглядела вот таким образом. И я сделала здесь чуть больше. Благодаря моим стараниям сейчас работа выглядит вот так. Но вы посмотрите, какая я молодец. Да, я очень сильно постаралась и закончила вот эту часть, эту крестиковую часть. Дальше уже здесь пойдет полукрест. Здесь я сделала все полностью, включая бэкстич. Его здесь, правда, совсем-совсем чуть-чуть. Это буквально тут 2 линии, 2 штриха на носу молодого человека. И вот эти линии тоже вышиваются бэком. Все, больше нигде бэкстича нет. Работа шла очень хорошо, очень легко, замечательно. И я поняла, что если я приложу чуть-чуть, буквально совсем немножечко усилий, чуть-чуть побольше уделю времени ей, то я смогу дошить весь этот кусочек. 1370 крестиков я сделала в итоге. И вот и эту часть вышила. И еще, что приятно, достигла отметочки 80%. Тоже замечательно, я считаю. Теперь можно будет работу уже передвигать, переставлять и вышивать. Наверное, полукрестиковую часть полностью буду в следующий раз вышивать. Давайте полностью ее развернем. Она здесь, конечно же, мятая, не обессудьте. Вот так вот это выглядит. Можно было подержать интригу до полного завершения работы и уже потом ее развернуть. Знаете, хоть там и не так уж много осталось, но когда я ее еще завершу, мы успеем забыть. Я думаю, что восхититься полной завершенной работе мы еще с вами успеем. Вот так, смотрите, как это выглядит. Остался вот такой небольшой уже кусочек. Основные персонажи готовы, основная часть работы готова. Осталась как бы фоновая часть. И сейчас я переставлю раму. Здесь у меня уже все полностью войдет, все разместится. Буду дошивать. Наверное, займусь полукрестом в следующий раз. Не очень мне здесь нравится вышивать полукрест. По всей вероятности, это связано с тем, что он здесь вышивается в непривычную для меня сторону, в противоположную. И это как-то немножко мозг мне ломает. То есть требуется больше внимательности как-то проявлять. А этого не всегда хочется, потому что, если вы присмотритесь, то, может, заметите, что вот здесь есть 4 полукрестика или 5, которые вышиты в другую сторону. Казалось бы, уже я вышивала в ту, которую надо было. Но вот здесь я все-таки взяла и вышила в привычную, потому что здесь идут крестики этим цветом, и как раз у меня чуть-чуть нитки оставалось, такая думаю, сделаю рядом полукрестики, и давай их делать в ту сторону, какую и привыкла. Заметила это уже потом, когда закрепила нитку. Это у меня уже потом было неудобно, в общем, доставать. Думаю, ладно, распорю потом. Они, конечно же, бросаются в глаза, когда смотришь на вот именно этот кусочек, на эту полукрестиковую часть. Но вот как я это сделала? Тогда, конечно, поменьше еще было полукреста, но вот я так умудрилась. Поэтому, внимание здесь требуется от меня, и поэтому это будет для меня самая сложная часть в этой работе. Это вот эта полукрестиковая часть. Ну, а потом я завершу вот этой стеночкой, которая у меня вышивалась просто прекрасно и чудесно. И я уверена, что этот кусочек тоже будет вышиваться точно так же. Вот, красота, красотища. Мне кажется, очень и очень здорово получается. Супер. Так, и дальше. А дальше у нас и гуся. И вы, наверное, догадываетесь, что я стремилась к тому, чтобы ее закончить. И я это сделала.
Хотя получилось это сделать ценой неимоверных усилий. Вообще у меня была версия, что бабуся Ягуся решила меня просто извести и оставить без пальцев. И вообще, и без спины тоже. В общем, как-то мне очень тяжело, крайне тяжело дались все эти завершающие манипуляции с ней. Я уделила ей какое-то колоссальное количество времени. Мне кажется, если бы я столько вышивала любую свою другую работу, я бы сделала в 2 раза больше по количеству крестиков, я имею в виду, а то, может быть, и в 3, чем вот я сделала на ней. Ладно, показываю. Вот такая она красотка, вполне себе счастливая и довольная женщина. Да, она меня помучила, и вот радостная теперь. Она, конечно, очень интересная. Здесь в этой работе много всяких любопытных моментов, о каких-то я вам рассказывала в прошлый раз, когда вышивала уже отдельные из них. То есть, например, делала вот это вот гнездо, вела, скажем, вот вышивала эти веревочки для качелей, тоже они очень, конечно, интересно делаются. Но помимо этого много было здесь еще всего. Хотя, казалось бы, я так думала, мне осталось только бисер и французские узелки. С этим все понятно, сложностей никаких быть не должно. К французским узелкам я отношусь вообще спокойно и даже с некоторой любовью. Поэтому мне казалось, что может пойти не так. Но я как-то не учла объем всех этих манипуляций, потому что всего этого у меня получилось на 1313 крестиков. То есть здесь очень мне еще предстояло пришить много бисера и очень много французских узелков. Я начала с простого, как я подумала, думаю, вышью сначала бисер на рамочке, что может быть проще. В схему смотреть не надо. Пожалуйста, берешь оранжевый цвет, оранжевую нитку, пришиваешь по периметру, и, в общем-то, так далее. В общем, с оранжевым и зеленым бисером все более-менее было спокойно и хорошо. Я пришила. А потом я решила пришивать вот этот вот темный бисер, который между. Может быть, кстати, имело смысл сначала его пришить, а потом уже зеленый и оранжевый, потому что этот темно-коричневый бисер, он мелкий, он петит. И поэтому получалось, что я как будто между крупным бисером уже вышиваю мелкий. Чуть-чуть это мне видимость немножко снижало. Вот под каким-то углом я вечером обычно вышиваю при искусственном освещении, все равно где-то какая-то тень идет. И здесь мне было не очень комфортно где-то вот смотреть, куда мне воткнуть иголку. Еще учитывая то, что это 18-я Аида, это мне добавляло некоторые сложности. И у меня было ощущение, что эта рамочка просто бесконечная какая-то, невыносимо длинная. Я очень на ней устала. Из-за того, что я вглядывалась, вот как раз там, видимо, как-то не очень удобно наклонялась, вот у меня спина уставала, хотя у меня обычно спина не устает при вышивке. Но это когда я дома в удобном кресле вышиваю, там вообще ничего не устает, часами можно сидеть. Ладно, я победила рамочку, все нормально, дошила. И думаю, сейчас буду заниматься букетом, мимозой. Здесь все в одном месте расположено. И, как я вам говорила, я планировала сначала пришить бисер, потом вышивать французские узелки. Но когда я взяла бисер, который здесь нужно пришивать, я увидела, что он петит. И еще я обратила внимание на то, чем тут вышиваются французские узелки. А вышиваются они ниточкой Gamma Cloud в 2 нити. Это один вариант французских узелков. И второй вариант – это ниточка Gamma Cloud 1 плюс 1 нитка Мулине. Я подумала, а если я вышью сначала, пришью бисер, а вокруг буду делать вот эти узелки Gamma Cloud, которые, соответственно, Gamma Cloud, толстенькая нитка, не закроют ли они мне весь этот мелкий бисер петит? Может быть, надо сначала делать французские узелки, а потом уже пришивать бисер. В общем, я тут подзависла на какое-то время. И решила я попробовать вышивать
французские узелки клаудом, ну, чтобы, в принципе, понять, как они шьются. Давайте я поближе букет сделаю. И я взяла ниточку Gamma Cloud в 2 нити, как было нужно, и начала вот здесь вот вверху делать французские узелки. Так вот примерно шла, где-то здесь, потом вот сюда. Ну, в общем-то, оказалось, что это не так страшно, возможно. И я, сшив одну нитку, начала пришивать бисер. Поняла, что все-таки первоначальное мое решение, что надо сначала пришить бисер, а потом делать французские узелки, оно было верным. И я занялась тем, что пришивала бисер уже во всем букете полностью, а потом начала делать французские узелки, опять же, сначала чистым Gamma Cloud, а потом уже блендом. Ну и здесь я очень просто устала. То есть это не так сложно с точки зрения понимания, да, что делать. В общем-то, действительно все было понятно, но я очень и очень устала. Потому что, напоминаю, Аида 18, нитка толстая, и, в общем-то, это малоприятно. Пальцы очень устали. Был такой забавный момент, когда я сижу, делаю эти французские узелки, мимо проходит муж и говорит: а что у тебя с ниткой? А она с таким звуком проходит. Ну, чувствуется, что это прям тяжело, и она еще, так как нитка не гладкая, она как бы немножко, ну, так цепляется, да, за вот эту основу, и такой специфический звук получается. Я говорю, ну, вот так вот, такие вот у меня нитки. Ну, в общем, долго я занималась этим букетом, долго-долго я его вышивала, делала эти узелки, закончила, ура! И еще мне после этого оставалось сделать французские узелки вот здесь вот в полянке. Ну, видимо, это как отдельные элементы одуванчиков здесь показаны таким образом. Бисер здесь есть еще и в одуванчиках, то есть вот здесь вот такой белый бисер вокруг одуванчиков идет, и вот здесь в серединках желтый, но его я сделала чуть раньше. Кстати, еще один минус, который тоже добавлял мне трудностей, это то, что не весь мелкий бисер, точнее говоря, не через весь бисер Петит проходила иголка, хотя иголку я взяла милхиловскую. Это иголка, которая максимально, мне кажется, проходит во весь бисер, но вот что касается этого темного бисера, здесь прям было очень много брака. Мне кажется, ну не знаю, каждую 5-ю, наверное, бисеринку я просто откладывала, потому что не могла протащить через нее иголку. Вот, ну, никак. Что касается Петита вот желтого, вот этого, который в мимозе, с ним было получше, но там тоже были такие моменты, что не протягивалась иголка. И если коричневый бисер я прям смело откладывала, потому что видела, что запас довольно хороший, и если мне там что-то не получалось, я просто бисер сразу выбрасывала. То с желтым у меня были опасения, что вдруг мне не хватит. И я сначала начала выбрасывать, то есть сразу не проходит, выкидываю. Но в какой-то момент я начала опасаться, что вдруг мне его не хватит, и мне нужно будет, ну, как-то просто продевать нитку сразу в бисер. Ну, в общем, не знаю, я там не особо в тот момент понимала, как это буду делать, если что. Но думаю, может, мне его надо сохранить на всякий случай. И начала откладывать. Ну, благо всего хватило, такими манипуляциями мне заниматься не приходилось. Вот. Пожаловалась вам, но что радостно, это то, что я бабушку победила. Давайте покажу вам ее поближе. Конечно же, здесь очень привлекает внимание вот эта красотка, это сорока в гнезде, я ее тоже пришила, здесь она у меня уже теперь полностью зафиксирована, вот так она выглядит в гнезде. На рамочку тоже можно посмотреть поближе, и, не знаю, вот я утомилась с рамочкой, если честно. Так, здесь у нас деревья, здесь вот как раз сейчас видно хорошо вот эти белые крестики и полукрестики на фоне, которые я так смысла не уловила, и никто мне тоже, по-моему, про них не написал ничего. Поближе можно посмотреть на веревочки для качелей и букет. Вот так вот покажу вам букет. Объемный, здесь все очень тщательно перемешано. И бисер, и французские узелки. Французские узелки вот этих двух видов, они, честно говоря, не сильно отличаются. Я думала, будут больше как-то отличаться чистый клауд от того, который в бленде. Ну да, есть отличия. Который чистый, он прям такой светло-светло-желтый, а который в бленде, он немножечко потемнее. Ну вот,
Получился такой, конечно, шикарный букет, но очень-очень утомительный. Здесь еще пришивается заплатка такая. Это, в общем-то, был несложный момент. Пуговицы тоже не сложно было, но из минусов то, что в сайге не отмечены места, где пришиты пуговицы или, например, где пришивать глаза у кота. То есть я ориентировалась больше на превью и сама прикладывала, так смотрела, как мне больше нравится. На ботиночках у Ягуси есть такие крупные бусины пришиты тоже. Пряжки. Пряжка еще вот здесь вот есть на шляпе. С этим особых сложностей со всеми этими дополнительными элементами не было, разве что вот пряжку мне как-то не сразу удалось аккуратно пришить, пришлось перешивать. Вот, и здесь вот такие тоже у нас одуванчики, бисер здесь на них можно порассматривать. В общем, здесь тоже особых каких-то трудностей не было. Что сказать по материалам? Материалов хватило, ниток тоже всех хватило, и которые специфические ниточки были, тоже с ними все нормально по запасу было. И, в общем-то, у ниток Мулине тоже всех в достатке. Тут, по-моему, были какие-то немножко моменты, где я чуть-чуть как-то переживала. Вот, например, вот 8-й цвет тут у меня совсем немножко осталось. Но все-таки в основном все нормально. Хватило. В достаточном количестве ниток здесь было. По бисеру тоже всего достаточно. Вот темный бисер, который я много отбраковывала. Как видите, его осталось все-таки более-менее прилично. И хорошо, что его было так много, иначе я бы очень переживала. А вот желтенького вот этого из мимозы его осталось, в принципе, вот так вот немножечко. И здесь было страшновато отбраковывать бусинки. Зеленого небольшой запас, оранжевого получился чуть побольше запас, беленького, тоже такой. Здесь как бы его не так много использовалось, поэтому здесь как-то поспокойнее было. Есть одна запасная бусинка для пряжек, которые используются, а остальные элементы, пряжка вот на шляпе, пуговицы, это все в том количестве, в котором нужно пришить. И пайетки, также здесь глаза у кота, это пайетки, которые фиксируются французскими узелками. Я думала, что бисером, но нет, французскими узелками. Они тут зафиксированы. Вот 2 пайеточки тоже было вложено, именно 2, ни одной запасной. Я когда вытряхивала из пакетика, там были не только пайетки, как раз, по-моему, были вот эти вот пуговички, пряжка и липучка, которая для начесывания волос у Ягуси используется. И я вытряхивала, вроде все аккуратненько старалась. Такая вытряхнула, смотрю, у меня одна пайетка. Я уже была расстроилась, потому что у меня здесь никаких запасов нет, и где я буду искать одну пайетку. Вроде помню, что их было 2. Начала тщательно смотреть вокруг, одна у меня немножко отлетела в сторону. Вот хорошо, что нашла, а то был бы у меня кот одноглазый, наверное. С материалами в общем и целом все нормально, по количеству всего достаточно. По тому, как работа получилась она здорово. Все это очень интересно смотрится, но я пока не могу радоваться этому результату в полной мере, потому что я очень устала от этой работы. Мало того, что она у меня в принципе изначально шла не очень хорошо, я вам жаловалась на основу. 18-я Аида от Гаммы, вот еще я плюс окрашенная, она довольно-таки жесткая, она такая вот цеплючая и не очень комфортная для меня, но как-то к этому я более-менее адаптировалась и более-менее с этим смирилась в процессе вышивки, но вот завершающий этот этап для меня оказался крайне сложным, поэтому здесь, конечно, я просто уже на последних силах. Я, честно говоря, думала, что вот у меня такое будет спокойное, свободное воскресенье, я закончу Ягусю, я начну гнома, но до гнома даже не дошло совсем, то есть там даже нитки разобрать, да что там сказать, я Ягусю не дошила за все воскресенье, я ее дошивала уже вот буквально сегодня перед съемкой видео, что, это обычно я так не делаю, просто мне уже хотелось ее все-таки
добить, как говорится, и показать вам готовый результат. Но это действительно было для меня очень и очень непросто. Поэтому пока у меня каких-то радостных эмоций на ее счет крайне мало. Но я рада, что она закончилась. Это, конечно, безусловно, для меня приятный момент. Такие у меня впечатления от Ягуси. Рассказывайте, как вам этот сюжет, нравится или не нравится. Ну, кстати, здесь, конечно, можно сделать определенные выводы из моих страданий. Не надо оставлять на конец, напоследок все вот эти французские узелки. Их можно было делать и раньше вообще без каких-либо проблем. Это почему-то я сделала такой выбор, и вот в конце пришивала и весь бисер, и все французские узелки. И, собственно, вот это 1313, то, что я вышила, это все бисер с французскими узелками, примерно пополам. Ну, бисера, ладно, бисера побольше. Французских узелков здесь, по-моему, было около 400, что тоже, знаете ли, немало. И можно было их делать раньше. Вот сейчас, если бы я вдруг бралась за эту работу, и послушайте мои рекомендации, если у вас есть такой набор, и вы планируете его вышивать, делайте это постепенно. Ну, во-первых, пришили бисер там потихонечку, да, потом можно также потихонечку брать одну ниточку Gamma Cloud, делать французские узелки, чередовать это как-то с крестиками, с бэкстичем. Ну, для этого, конечно, нужно вышить вот эту часть, да, вот на самой Ягусе. Ну, может быть, имеет смысл из центра как-то начинать эту работу, ну, или быстрее переходить к этому моменту. Ну, в общем, подумайте о том, чтобы не оставлять французские узелки напоследок. Да и бисер, в общем-то, можно было тоже пришивать как-то постепенно, потому что у меня эта работа располагалась на куснапах и полностью в них входила, и не надо было мне ничего никуда переставлять, бисер бы не примялся, не попал бы под зажимы, поэтому вообще-то можно было, конечно, это распределить. И сейчас я понимаю, что это было бы более правильным решением, чем то, как сделала я. Так что учитесь на моих ошибках. Я надеюсь, что у вас это все мероприятие, если вы будете вышивать Ягусю, пройдет более спокойно и безболезненно. И теперь давайте будем говорить о том, что я буду делать дальше. А дальше я возьму работу, за которую проголосовали на Бусти. В этот раз там мнения крайне разделились. Вообще проголосовали почти за все работы. Учитывая то, что там не такое большое количество людей голосует, то это редкость, я бы сказала. Здесь действительно за многие работы проголосовали, и лидеров было два фактически. Это «Совиный взгляд» от МП-студии, которые вы уже видите. Ну и чуть-чуть конкуренцию, по-моему, Лев составлял, если я сейчас правильно помню. В общем, я точно помню, что максимальное количество голосов было за вот эту совушку. И я очень рада. Вот после Ягуси это практически идеальная работа, которую можно повышивать. Здесь у меня Линда, крупная основа, мягкая, приятная, комфортная. В общем, просто красота, красотища. И совушка вышивается очень и очень приятно для меня. То есть никаких сложностей у меня с ней не возникает. Поэтому я с радостью повышиваю эту работу. Здесь готово сейчас 12%. У меня почти готова голова совушки. Я думаю, что в первую очередь я сосредоточусь на том, чтобы ее полностью уже оформить. Ну и там параллельно, наверное, пойду вот в тельце, в туловище совы, где-то, может быть, к крыльям, где-то сюда к пузику. То есть буду брать именно вот оттенки, которые здесь вот расположены. Ну и если нитка будет оставаться, то я буду дошивать там, где мне это будет доступно. Ну и таким образом, я думаю, что голова у меня уже оформится полностью, ну и дальше тоже что-то будет появляться. Вот. Так что я с огромнейшим удовольствием и огромнейшей радостью примусь за совушку. Ну и за что голосовали на Ютубе. Здесь тоже мнения очень сильно разделились, прям очень сильно. Наверное, чуть больше было голосов за Ягусю, но намного меньше, чем в прошлые разы. Видимо, здесь многие решили, что Ягусю я и так закончу. В чем оказались правы, хотя не факт, могла ведь и не взять ее. И за остальные работы голосовали за все,
Я даже не могу выделить, за что голосовали больше. Вот правда, мне очень сложно сказать, поэтому просто давайте будем переходить к выбору и посмотрим, что мне выпадет. Я вставляю ссылку и загружаем видео. Итак, выбираем. Поехали. Что же будет? Что же меня ждет? Так, Ваттана. Спасибо за видео, интересные процессы. Голосую за слона. Ваттата, извините, неправильно прочитала. Спасибо огромное. Слон — это совершенно чудесный, прекраснейший выбор. Всегда с радостью за него берусь, и этот раз будет не исключением. Спасибо за ваш комментарий и за ваш голос. И в слоне готово уже 36% у меня. Я занималась в последний раз вот этой картиной, этой рамочкой деревом. Ну и в этот раз, соответственно, продолжу заниматься ей же. Думаю, что 1000 крестиков мне достаточно будет, чтобы ее как раз где-то примерно дошить. Может быть, чуть-чуть уйду вверх этой рамочки, ну а может быть и наоборот, мне даже придется сделать чуть больше 1000 крестиков, чтобы полностью ее завершить, чего бы мне очень хотелось, конечно, потому что здесь на самом деле много еще бэкстича идет по самой рамке, и бэк есть и внутри по дереву, и по слону тоже, поэтому возможно, что этой 1000 крестиков мне даже не хватит, чтобы ее завершить, но если останется чуть-чуть, то я постараюсь доделать, чтобы этот объект был уже готов. Вот такой у меня распрекрасный слон, хорошо продвигается, ну, каждый раз, во всяком случае, когда я его беру, мне кажется, продвигается он хорошо, и, может быть, мы с ним дойдем до 40%, было бы здорово, прекрасно. Ну и еще одна работа, которую я решила взять, это мышь. Осенняя мышь или мышь-муха в нашей интерпретации с вами, которую я вышивала немножко на прошлой неделе, повышивала лужу, и в этот раз, ну, так как опять же буду ее брать в самом конце недели, то, может быть, снова только немножко лужу успею повышивать. Но если получится, то заберусь вот сюда и, может быть, дойду до каких-то элементов, там ягодки, кораблик, может быть, что-то такое мне удастся сделать. Ну, в общем, здесь больших продвижений мы не ждем, но немножко, может быть, работа продвинется. Интересно, по какому принципу я выбирала эту работу, наверное, вы не догадаетесь. А потому что она уже на куснапах, переставлять раму не надо будет. Потому что вот сейчас предыдущие две я вам показала, они у меня без куснапов. Это значит, что надо с каких-то других работ их снять. Ну, правда, нет, сове повезло. От ягуся освободились как раз куснапы, которые сейчас я поставлю именно на сову. А вот слону придется забрать куснапы у льва. Вот такая конкуренция. Вот такие у меня интересные мотивы для выбора сюжета бывают иногда. Ну, в общем, решила я сделать так. Ну и гном тоже остается. Я его сейчас с собой не взяла, поэтому просто я думаю, что вы не забыли, как он выглядит. Если я его все-таки на этой неделе начну, будет очень здорово. Все, планы рассказала, финишем похвасталась. Пойду еще чего-нибудь вышью. Вот и подошла неделя к концу. Я что-то успела сделать, чего-то не успела. Давайте посмотрим на то, что получилось. И я все-таки начала вышивать вот этого милейшего гнома от Милхил. Ну, старт получился довольно симпатичный. Теперь мой гном выглядит вот так. Да, у него такая приятная компания сразу. Честно говоря, даже как-то веселее вышивать, когда уже есть рядом вышитый гном. Смотришь на него, он такой симпатичный, красивенький. Для меня это как-то неожиданно приятно. Честно говоря, я предполагала, что он будет мне мешать. Почему-то мне так казалось. Но выяснилось, что нет, совершенно не мешает. Все удобно и наоборот даже радует. Крестиков, как вы видите, я сделала не так, чтобы прям супер много. Хотя это уже 35, по-моему, или почти 35%. 506 крестиков здесь у меня получилось, и я уже полностью вышила весь красный цвет. Его больше дальше не будет, потому что эта шапка здесь, она белая, здесь будет зелень. Ну, в общем, все красненькое закончилось, ну, кроме бисера, правда.
Вот, вышивается все хорошо, очень приятненько. Правда, я успела сделать ошибку, распустить, исправить, но это бывает, это случается. Когда вышивала вот светлыми оттенками и решила сразу забраться и вот сюда тоже, ну и сбилась на одну клеточку, вышила вот в этой части неправильно, крестиков, наверное, 20-30, и потом заметила, пришлось распускать. Ну, это все бывает. Такие мелкие ошибочки, они, в общем-то, меня даже не сильно расстраивают. Рассказывать о нем особенно нечего пока все хорошо, все привычно, как и обычно происходит у Милхил. Поэтому здесь все своим чередом идет. Давайте дальше. И, как вы помните, я с огромной радостью восприняла то, что мне надо будет вышивать вот эту совушку от МП студии. Давайте посмотрим, как она у меня выглядела. И я, правда, с огромным удовольствием ее вышивала. Мне очень нравилось, честно говоря, даже как будто не хотелось отвлекаться, отрываться от нее. Теперь совушка выглядит вот так. Ну, смотрите, какая милая красотка. Голова у нее полностью готова. Я предполагала, что буду брать те оттенки, которые располагаются в голове, и продолжать ими вышивать где-то дальше. Но как-то так получилось, что я сосредоточилась именно на голове сначала, то есть практически не вышивала я что-то вне ее, а потом уже занялась туловищем совы. И вот на нем тоже так прикольно все получается, проявляется, мне очень нравится. Единственное, куда я немножечко так в сторону отошла, это когда вышивала глаза, желтые крестики, вот здесь повышивала чуть-чуть, вот здесь уже будет листочек, то есть это уже к сове отношения не имеет. Но я все-таки решила сфокусироваться на сове, и вот ее пузико такое замечательное, пушистенькое уже проявляется. Я решила вышить все цвета, кроме белого, потому что здесь белого довольно много у нее в пузике. Вот если я вам покажу обложку, видите, у нее какая здесь светлые какие перышки, да? Хотелось сказать шерстка, но, наверное, все-таки там перышки, хотя выглядит больше вот здесь похоже на шерсть. И выглядит все такое светленькое-светленькое, а у меня, как видите, выглядит темненько. Как раз именно по той причине, что очень много белого цвета, которого у меня пока еще здесь совершенно нет. Но вот думаю, что когда вышью, будет как раз все светленькое сразу станет. Очаровательно, приятно вышивается. Я сидела, кайфовала, радовалась в очередной раз, что я решила вышивать эту работу в 2 нити. Ну, как решила, так получилось сначала, а потом я решила. Потому что мне нравится, все нормально. То есть укрытие здесь довольно хорошее. Можно, конечно, попридираться к темным оттенкам. Давайте вот так вам сделаю. Вот здесь темно-коричневые крестики. Кое-где, конечно, через них основа светит. Но меня, во-первых, это никак не смущает. Во-вторых, большая часть работы все-таки не такая темная. И поэтому я считаю, что все нормально. Я довольна, как это все выходит. И самое главное, я довольна, что получаю удовольствие от процесса. Мне кажется, что после того, как я помучилась с Ягуси, я сейчас каждую свою работу беру и просто наслаждаюсь тем, какая же она у меня хорошая, прекрасная и легкая. Легкая даже не в смысле, что все цвета как-то расположены очень удобно. Например, вот здесь в сове разброс крестиков, ну, такой заметненький, приличный. И не всегда это может быть очень уж легко вышивать. Но вот как ниточки ложатся, как они проходят через основу, что основа такая приятная. Вот это все доставляет мне колоссальное удовольствие. Вот в этом процессе совершенно точно. И я рада, что здесь я поменяла основу, потому что на ней тоже вышивается очень классно, получается здорово. Мне нравится, как вот на этом цвете смотрится совушка. Все классно. Ну и по процентам здесь тоже хороший рывок, 21,8% уже готово. Идем к слону. Давайте посмотрим на то, как у меня выглядел слон. Я вышивала картину, которая находится внизу справа, и говорила вам о том, что, наверное, я ее вышью, ну или, по крайней мере, как-то постараюсь. Мне этого сделать не удалось. Теперь моя работа выглядит вот так.
Может быть, кто-то решит, что я вышила маленькое количество крестиков. Нет, крестиков я вышила достаточно. 1039 крестиков у меня получилось сделать. Кстати, по-моему, не сказала, в сове вышила 1055. Ну, в общем, норму сделала и там, и там. И вот такое у меня здесь изменение. То есть картину еще шить и шить. Я почти что даже не полностью вышила крестики в рамочке. Здесь еще есть кое-какие пропуски. Немножко один цвет у меня остался недошитым. Я вышила крестики, которые вот внутри картины. Это слон и маленький вот этот слоник и дерево. На дереве тоже все крестики сделала. Повышивала полукрест, вот тоже по рамочке или вокруг рамочки, наверное, скорее можно сказать. Но все же мне еще осталось очень прилично. Это, как я уже сказала, крестики одним цветом. Их здесь не очень много, вот они в рамочке будут расположены. И много полукреста. Полностью все внутри картины зашить. И полукрест, который вокруг картины, я тоже, в общем-то, отношу к этому элементу. А здесь у меня полукрест вышит только полностью вот с этой стороны между слоном и картиной. И вот здесь вот внизу до сюда. Вот здесь вот я полностью его дошила. А давайте тоже поближе будем смотреть. Вот здесь полукрестики светлые. Я не знаю, насколько вам хорошо будет их видно, но вот до сюда они все вышиты. А вот здесь их нет, поэтому мне предстоит еще вышить полукрестики не только внутри, но и снаружи этой картины. И получается, ну даже половина у меня их еще не вышита, поэтому вот здесь вот надо будет идти сюда. А помимо этого здесь еще бэкстича много. То есть я посмотрела, что на этом элементе мне еще нужно сделать 1500 крестиков где-то примерно, и из них практически половина это полукрест и половина это бэкстич. Ну, крестики, как я уже сказала, там совсем чуть-чуть. Вот, то есть этим я и буду заниматься в следующий раз. Не знаю, вот теперь уже даже не знаю, осилю ли я в следующий подход все эти моменты, и полукресты, и бэкстич. Но хотелось бы, конечно, мне за следующий подход эту картину все-таки завершить. Может быть, учитывая то, что здесь осталась, ну, мне кажется, достаточно простая часть. Внутри там полукрест, хотя это не один цвет, там несколько цветов. Бэк здесь тоже вышивается, ну, пока нормально у меня вышивался. Надеюсь, что здесь он тоже будет не слишком сложный, и тогда, может быть, у меня получится сделать эти 1500 за один подход. И мне очень интересно, на самом деле, вышить то, что внутри картины располагается, потому что там как раз такие оранжевые, яркие оттенки, которые на всей этой работе присутствуют совсем немножко. Здесь давайте я вам покажу. Видите, какая там яркость. Это фон такой замечательный. Кстати, бэк не только на рамочке есть, но и вот здесь тоже по дереву и по слону тоже есть бэк. Нужно будет сделать. И вот такие яркие оттенки оранжевые, они есть только вот в этой картине и вот в этом элементе. И все, больше нигде нет. В основном все такое серо-бежевое, ну коричневое еще есть вот здесь и вот здесь. Здесь даже голубенькие есть, и здесь тоже. Ну, такое вот интересное сочетание цветов. Посмотрела я, ну, в саге посмотрела на вот это место. И здесь, конечно, вышиваться будет быстро в плане заполнения. Но, честно говоря, как-то не очень мне нравится, как выглядит вот такое количество полукреста в саге. Немножко так хаотичненько. Ну, ладно. Думаю, что справимся потихонечку. Вот. Такие у меня здесь продвижения. И это все. Представляете, до мыши с мухой я не добралась, не хватило у меня ни сил, ни времени, и поэтому остались они скучать и дальше. Поэтому, если вы хотите, чтобы какие-то работы вышивались, голосуйте. Есть у вас такая возможность, и, может быть, вашему любимчику повезет. Все-таки у меня теперь процессов опять довольно много. Давайте посмотрим на коллаж. Ну, на самом деле у меня был финиш на этой неделе, да, и Гуся, и, соответственно, она из коллажа у нас ушла. Чтобы место не пустовало, я туда добавила гнома от Милхил. Но голосовать за него не стоит, он здесь больше так, для красоты и чтобы место было не пустым. А процессов, за которые можно голосовать, их получается 10. На
разной степени готовности они находятся. Какие-то уже близки к финишу, какие-то нет. Но вы можете проголосовать за любой из них. Напоминаю, что если у вас нет какого-то конкретного любимчика или вы не хотите делать выбор, то вы можете проголосовать за рулетку. Давайте скажу, какие изменения по процессам на этой неделе. Всего в 3 процессах, которые вы видите в коллаже, изменения произошли, потому что Ягуся — это, конечно же, самое большое изменение. Ура, она у нас финишировала. По другим сюжетам. РТО «Весна в Париже» готова 80%. Осталось там вышивать немножко меньше 5000 крестиков. Слон от Анкор готов. До 40% я не дотянула, 39,7% там готово. Вышивать еще 17 тысяч крестиков. И сова здесь готова уже 21,8%, вышивать там еще 8900. Вот такие изменения. Это, пожалуй, все, что я хотела и могла вам рассказать на этой неделе. Видео, как мне кажется, снова получилось длинным. Надеюсь, вас это не очень расстраивает, но возможно, что следующее будет все-таки покороче. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо огромное девочкам на Бусти за поддержку. Если вы хотите поддержать мой канал, можете сделать это там. Ссылочка есть под видео. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.